Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня хочу предложить вам связать вместе со мной вот такие вот тапочки-следочки. Связаны полностью спицами. Такая вот новогодняя модель к Рождеству, к Новому году. Для вязания мне потребуется спица номер 2,5, также спицы номер 3. Значит, верхнюю часть мыс я буду вязать спицами номер 2,5. Оставшиеся подошву, боковые части я буду вязать спицами номер 3. Подошва и боковые части у меня связаны на основе платочной вязки лицевыми петлями. Очень интересный узор, очень простой, но довольно-таки плотное вязание получилось. Я его только недавно для себя открыла, поэтому думаю, теперь я его часто буду применять. Очень плотный. Значит, на размер, на любой размер 37, 38, 39 будем вязать. У меня расчеты на 39, на 37, 38 по ширине будем на пару петель меньше убавлять, вязать. И по длине также на пару рядов меньше. В процессе вязания об этом все буду говорить. Так, какая у меня пряжа? Пряжа у меня в 100 граммах 240 метров. Это турецкий акрил Картопу Флора. 3 цвета, белый, красный и зеленый. Вы можете вязать любыми цветами, любой пряжей. Если метраж подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. Если метраж будет пряжа тоньше, то есть метраж больше 270, 280, 300 метров, размер у вас уменьшится. Если пряжа будет толще, соответственно, у вас размер увеличится. Также это касается и спиц. Но если верх вязать спицами номер 3, он намного больше выйдет на размер. Поэтому я вязала верх плотно. В процессе вязания все отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Значит, сейчас сразу перехожу к вязанию. Присоединяйтесь. Берем спицы, начинаем вязать. Значит, вязание начну с мыска вязать. Отвяжем мысок. Потом сделаем вот такую небольшую вязку. Перейдем к подошве. И потом боковые стороны. И вяжем вплоть до пятки длину. Закончу пяткой и сделаю обвязку. Полностью все вязание у меня лицевые петли. И изнаночная, и лицевая сторона, и все вяжу лицевыми петлями. Значит, сейчас на спице номер 2,5 я красным цветом набираю 11 петель. Красный цвет разъединим на 2 моточка. Белый я так и оставила. И зеленых тоже размотала, потому что, чтобы не делать больших протяжек, буду подвязывать отдельную нить, потом ее просто вытаскиваю, так проще будет, чтобы не запутывались сильно. Так, набираем обычным способом, как вы набираете. 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня такой красивый красный цвет, но вот камера красный цвет не любит. Мало того, что она мутно его показывает, еще и искажает. Так, теперь первый ряд. Один ряд провяжу лицевыми. Так, первую я тоже провяжу. Провязала. Все до конца провязываю лицевыми. И кромочную провяжу изнаночной. Так, провязали. Далее переходим к узору. Так, провязали, переходим к узору. Теперь схема. Нарисовала вот для вас схему. Рассчитала все. Значит, сейчас я расскажу по схеме. Сразу можно остановить видео, сделать скриншот. Кто может вязать по схеме, можете продолжать по схеме. Я провяжу попетельно ряд за рядом, пока не начнет повторяться у нас узор. Как раз закончится здесь прибавки и будет новый узор. А там уже будет повтор, будем вязать сами. Также схема у меня будет, как всегда, на канале сообщества записи. Это в шапке профиля есть такая графа. Я там размещаю фотографии и схемы. Значит, по схеме рассказываю вам, чтобы было понятно. По бокам у меня красный цвет. Это у меня белый цвет. Это, понятно, зеленый. Набрала 11 петель. В каждом лицевом ряду. Здесь у меня, здесь на схеме только лицевые ряды. Смотрите, вот первый ряд узора, третий ряд узора, пятый, седьмой и так далее.
Изнаночную сторону мы провязываем без изменений по узору. Узор меняется только в лицевых рядах. Вот это вот закрашенные у меня красные клетки, это у меня прибавки идут. В этот раз я буду делать прибавку сразу после кромочной петли. Кромочную делаю прибавку, лицевые и пошли менять цвета. Я расширю до 27 петель. Это на 39 я сделала ширину. 37-38 оставьте 25. Вот я линию провела. Ширину 25, я думаю, будет достаточно, чтобы не был верх сильно широкий. И высоту у меня 27 рядов. Все. Вот так вот. Полностью мыс. Вот я его нарисовала. Вот так я буду вязать по схеме. Значит, сейчас мы 11 петель красным провязали. Переходим к первому ряду. Первые 3 петли вместе с добавкой мы вяжем красным цветом. 3 петли красным, первый ряд узора. Первую снимаю, сразу одну петлю прибавляю и третью провязываем. Вяжем плотно, петли не вытягиваем. Все, у нас получилось 3 петли красным. Далее подвязываем зеленый цвет. У нас будет 2 петли зеленым. Здесь в начале мыска будут у нас хвостики, но их будет немного. Подвязали зеленый, провязали 2 зеленым. Далее подвязываем белый цвет, 3 петли белым. Две петли зеленым. Сейчас я зеленый цвет переброшу, когда здесь будет большое расстояние, тогда я разделю на 2 мотка, еще один зеленый привяжу. Значит, сейчас провязываем 2 петли зеленым. И в конце у нас точно так же симметрично вместе с прибавкой 3 петли красным цветом. Здесь красный подвязали. Подвязали красный цвет. Одну лицевую провязали. Осталась одна кромочная. Делаем одну прибавку и кромочную провязываю изнаночной. Все, вот у нас первый ряд. Теперь переходим на изнаночную сторону. Изнаночная сторона. Вяжем все лицевыми петлями без изменений. Первую снимаем, провязываем все лицевыми. 3 красным провязали. Далее у нас зеленый цвет. Нити перебрасываем, подтягиваем, перекручиваем, чтобы здесь не было дырок. 2 зеленым провязали. Сейчас в начале обратные ряды, пару рядов покажу. Далее буду видео снимать только лицевые ряды, там где меняется узор. Обратные изнаночные ряды мы будем вязать без изменений по узору. Белым провязали, далее зеленым провязали. Каждый цвет над своим цветом провязываем по изнаночной стороне. В конце ряда у меня нити обрезанные. Вот зеленый и красный, я просто эту нить вытаскиваю. Так, все, изнаночный ряд довязали по изнанке. Значит, теперь у нас второй ряд, лицевая сторона. Сразу исправлюсь, не так сказала. Второй ряд мы провязали по изнаночной стороне. Это лицевая сторона. Третий ряд. Вот так вот будем считать. 1, 2, 3. Угу. Теперь третий ряд. Опять у нас первые 3 петли. Я считаю вместе с кромочной красным цветом. Вместе с прибавкой. Первую снимаем. Одну прибавили. Третью провязали. 2 петли зеленым. Так, здесь вот смотрите, нити опять перебрасываю, перекрутила их, провязываю 2 зеленым. 5 петель белым. И опять у нас повтор симметрично. 2 зеленым. Можно подвязать опять зеленый цвет. Подвязываю я вторую нить, чтобы не тянуть протяжку. Провязываем 2 зеленым. И в конце у нас точно так же 3 петли красным вместе с прибавкой. Подняли красный цвет, нити перебросили сзади.
Предпоследнюю провязываем красным, делаем одну прибавку, и кромочная у нас осталась, провязываем изнаночной. Так, это у нас третий ряд. Перешли на изнаночную сторону, получается четвертый ряд по изнанке. По изнанке у нас нечетные, по лицевой стороне четные ряды. Провязываем все лицевыми петлями без изменений. Каждый цвет над своим цветом. Еще раз пройдусь сейчас. Нити перебросили. Красным провязали. Далее, что у нас идет по узору? 2 зеленым провязали. Далее 5 петель идет у нас. Перетянула не туда нить. 5 петель у нас идет белым. Провязываем. Белым провязали. И так продолжаем вязать до конца ряда по узору. Каждый цвет над своим цветом. Зеленые провязали. Чем у нас здесь заканчивается? Красным. Провязали красным. Все. Накиды мы также провязываем прибавки лицевыми. Кромочную провязала изнаночной. Когда потом немножечко провяжу, можно будет эти хвосты сразу попрятать, чтобы они не мешали. Перешли на лицевую сторону. Так, 5-й ряд узора у нас. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 3 петли вместе с прибавкой красным цветом. Первую снимаю, одну прибавила, третья красным, провязали. Далее 2 зеленым, 3 белым, нити перебросили, подтянули. Средняя петля, одна петля красным цветом. Можно красный цвет подтянуть. Я отдельную ниточку привязываю сюда. Провязываем одну петлю красным. И опять у нас повтор симметрично. 3 белым, 2 зеленым и последние 3 красным. Вместе с прибавкой провязываем. Среднюю красным провязали. Поднимаем белый цвет, провязываем 3 петли белым. 2 зеленым. И в конце вместе с прибавкой 3 красным. Одну провязали лицевую красную, одну прибавили и кромочную провязываем изнаночной. Это у нас 5-й ряд, лицевая сторона. Переходим на изнаночную сторону. 6-й ряд вяжем по изнанке. Без изменений провязываем все по узору. До конца ряда вяжем каждый цвет над своим цветом. Провязали 6-й ряд по изнанке, пришли на лицевую сторону. По лицевой стороне 7-й ряд. Первые 3 петли опять вяжем красным вместе с прибавкой. Кромочная первая, вторую мы добавляем и третью провязываем. Две петли зеленым, три белым, три красным, и далее у нас идет симметричный повтор. Опять провязываем 3 белым, 2 зеленым, 3 красным. Три белым провязали, 2 зеленым, осталось 2 красных, провязываем одну лицевую, одну добавляем и кромочная третья. Все, провязали. Это у нас 7-й ряд. Перешли на изнаночную сторону, провязываем полностью все по узору без изменений.
Каждый цвет вяжем над своим цветом. Так, это по изнанке у нас получается 8 ряд. Нити перебрасываем, провязываем изнаночную сторону. Подтянули здесь. И так до конца ряда. Белым провязали, перебросили нити. Ой, слетела. Перешли на лицевую сторону. 9 ряд узора. Опять у нас идет одна прибавка. Значит, теперь у нас 4 петли красным вместе с прибавкой. Первую сняли. Следующая прибавка. Вторая, третья, четвертая провязали. Зеленым провязываем одну петлю. Одну зеленым провязали. 4 белым. 1, 2, 3, 4. Провязали. Теперь одна зеленым. Я протягиваю с правой стороны, а этот листик второй буду протягивать вот с левой стороны. Одну зеленым провязали, одна красным и одна зеленым. Так, здесь в этом ряду можно перебросить ту же самую нить. Провязали. Далее опять повтор 4 белых. Одна зеленая. И 4 петли красным цветом вместе с прибавкой. Одну лицевую провязали, вторую лицевую провязали, одну прибавили, это третья, и кромочная четвертая, провязали ее. Это у нас 9 ряд. Закончили, перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. Перешли на лицевую сторону. 11 ряд узора у нас по лицевой стороне. Значит, сейчас мы провязываем 5 петель красным вместе с прибавкой. Считаю вместе с кромочной. Первую сняла, одну прибавила, 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Далее 2 петли зеленым. Две белым. Две зеленым. Две зеленым провязали, одна белым. И опять у нас симметричный повтор. 2 зеленым. 2 белым. 2 зеленым. Так, и что у нас здесь было? 5 петель красным вместе с прибавкой провязываем. Одну провязали, вторую провязали, третью провязали, четвертую прибавили, пятая у нас кромочная. Все провязали. Это у нас 11 ряд был. 12 провязываем по изнаночной стороне без изменений по узору. Перешли на лицевую сторону. 13 ряд узора. Первые 6 петель вместе с прибавкой провязываем красным цветом. Первую сняли, вторую прибавили, третья, четвертая, пятая и шестая. Далее одна зеленая. Две белым. Три петли зеленым.
одна белым. И опять повтор. 3 зеленым. Здесь у меня вторая нить с левой стороны уже идет в работе. 1, 2, 3 провязали. 2 белым. Одна зеленым. И в конце у нас должно быть вместе с прибавкой 6 петель красным цветом. 1, 2, 3, 4 провязали. Пятую добавляем и шестая кромочная. Все, это у нас 13 ряд по лицевой стороне. Провязали по изнаночной стороне. Возвращаемся в конец ряда. Провязываем все без изменений по узору. Вяжем. Довязали изнаночную сторону, перешли на лицевую сторону. Далее 15 ряд узора будет у меня сейчас на спицах 25 петель на размер 36, 37, 38. Ну, 38, если ножка не сильно широкая, здесь остановитесь. Я сделаю еще по одной добавке. У меня вот с боковой части красных будет 7 петель. Сейчас я сделаю последнюю прибавку. А у вас останется по 6 красных. Всего 25 у вас будет. У меня 27 на 37 маленький размер. Оставьте 25 петель. Вот. Значит, я продолжаю вязать. 15 ряд. Сейчас у меня вместе с прибавкой 7 петель красным. Продолжаем вяжем. А вы далее уже будете считать. Значит, у вас будет 6 петель. Здесь вот эта вот центральная часть теперь вяжется без изменений. Это зеленая полоса. Так что вот узор подбирала, чтобы был и просто, несложно, и чтобы все могли связать, и чтобы было красиво. Так, первую сняла, следующую прибавила. Это у нас 15 ряд. Провязываем мы 7 петель вместе с прибавкой. Последняя прибавка у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все провязали. Далее здесь у нас чередуется в одном ряду лицевом 2 изнаночных, в одном 1. Ой, зеленых. 2 зеленых, в следующем ряду 1. Значит, можно даже в схему уже не смотреть. Вот у нас была 1 зеленая, теперь у нас 2 зеленых. 7 красных провязала. Теперь далее у нас по узору идет 2 петли зеленым цветом провязываем. Белый цвет. 2 петли. Нет, 1 белым. Да, 1 белым. 1 белым провязали. 2 петли зеленым. 3 петли средние белым цветом провязываем. Провязали и повтор. 2 петли зеленым. 1 белым. 2 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем красным цветом. У меня будет последняя прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая на спице. Перед кромочной я делаю одну прибавку. Прибавили все, прибавки закончились. Это был 15 ряд. Возвращаемся по изнанке. Перешли на лицевую сторону. 17 ряд узора. Первые 7 петель провязываем красным цветом. Считаю вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. Далее 1 петля зеленым. 2 белым. 1 зеленым.
5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5 и повтор. 1 зеленым, 2 белым, 1 зеленым и оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем красным цветом. В моем варианте это 7 петель. Если размер маленький 36-37, как я говорила, мы оставили 25 петель, и поэтому у вас боковая часть будет тогда 6 петель красным. У меня 7. Так, довязали до конца. Что у нас получается? Все. Первый вот листик, цветочек мы закончили. По изнанке возвращаемся в начало ряда. Закончили по изнанке, перешли на лицевую сторону. Все, теперь мы будем вязать узор. Сначала повторять. Значит, прибавки закончила. Смотрите, что я вам хотела сказать. Сейчас я провяжу вот один ряд, середину белым цветом, и со следующего ряда начну повтор. Все то же самое. Если размер маленький 36-37, можно, чтобы был мыс не сильно длинным, он не длинный, он где-то 11,5 сантиметров, насколько я помню. Сейчас довяжу до конца, точно замеряю. Можно вот здесь вот сейчас сразу начать вязать новый узор. Вот, в новом повтор, сразу начать. Я пропущу один ряд и начну опять с первого ряда. Значит, тут далее схема не нужна. Боковые красный цвет у нас вяжется вот ровно без изменений. Через ряд зеленый цвет меняется. 1 зеленым, 2 зеленым, 1 зеленым, 2 зеленым. Все, вторая сторона вяжется точно так же, как правая, то есть симметрично. Все, самое основное с вами провязала. Добавки мы закончили. Узор провязала. Сейчас у нас начинается повтор. Значит, я сейчас провяжу, что у нас здесь. Опять 7 красным, 2 зеленым. 7 петель первых красным провязала. Далее 2 зеленым провязали. Переходим на белый цвет. Здесь я провязываю все белым цветом, как я уже сказала. Если маленький размер, можно начать сразу заново вязать узор. Значит, так, белым провязываем 1, 2, 3, 4. Вот он, середина, можно начинать узор. Я продолжаю вязать белым 5, 6, 7, 8, 9, 2 зеленым, повтор. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю красным. Изнаночную сторону мы провязываем без изменений по узору. И со следующего ряда у нас узор начинается средняя часть. С первого ряда повторяются боковые части, вяжутся без изменений. Вот как мы их вязали, так и продолжаем вязать до самого конца на нужную нам длину. Все, провязала. Еще раз схему. Значит, провязала с вами. Далее у нас идет повтор. Повторяем с первого ряда. Довяжем мыс до конца. У меня будет 27 рядов. К вам вернусь и будем вязать дальше. Закончила я вязать мысок. Теперь сейчас буду закрывать петли. Хвостики по изнанке все попрячем. Я прячу крючком, протаскиваю вот под петлями. Вниз, вверх, влево, вправо. И потом можно узелком закрепить это дело. Так, и еще раз. Ниточку можно разъединить, завязать и опять этот хвостик спрятать. Все. Зачистим изнаночную сторону и закроем петли.
белый цвет я не обрезала и зеленый. Я сейчас, когда буду закрывать петли, эти нити протяну в конец ряда, потому что у меня будет обвязка белым и зеленым. Так, первую снимаю. Как я закрываю, здесь несколько цветов, поэтому я сначала петлю провязываю, а потом предыдущую петлю набрасываю. Петлю провязала, предыдущую петлю набросила, провязала, набросила. Так я закрываю петли. Теперь у меня здесь белый цвет. Подняла ниточку, я ее не обрезала, опять провязала, набросила, закрываю петли, туго не затягиваю, провязала, набросила, и через 2-3 петли я вот эту нитку поднимаю. И так до конца закрою все петли. Сегодня у меня базар под окнами, поэтому громко, наверное, слышно. Так, подтянули здесь, закроем до конца. Так, и последняя петля у меня осталась. Я ее сразу протяну белым цветом, потому что буду делать набор белым цветом. Так. Все, теперь сколько получилось в сантиметрах? В ширину мысок у меня 9,5. И высота 11,5, чуть-чуть больше. Далее перехожу на спицу номер 3. По боковым сторонам, по переду мыска набираю петли. Значит, у меня боковая сторона будет 29 петель, 28 рядов, и вот одна петля у меня добавилась после того, как закрыла ряд. Низ вперед, начало мыса 11 петель, и точно так же будет у меня 28 плюс 1, 29 со второй стороны. Значит, белым цветом я набираю петли, сразу вот ввожу крючок в первую, под первые дужки, захватываю и набрала. Опять ввела крючок под дужку, захватила ниточку, набрали петли. Так, набираем. Набрали петли по боковой стороне. Так, 28 петель у меня, теперь 11 я набираю по центру, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и вот с уголка мы сейчас достанем 11-ю. Так, набираем 1, 2, 3, 4, и так до конца. 5, 6. Так, и 11 петля. Вот. Все, вытащили. Теперь вот с самого начала просчитаем, чтобы все у нас совпадало. 28, как у меня была на этой стороне. Точно так же я набираю на второй стороне. Все. Набираем петли на второй стороне. Закончили набирать петли. И вот последняя у меня 28 петля. Далее все вяжем лицевыми петлями. Набрали. Развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаем. Оставшиеся все петли провязываем лицевыми. Так я провяжу 4 полных ряда. Все провязываем лицевыми. Если размер маленький 36-37, можно 3 ряда оставить. Смотрите, 2 ряда получилось у меня белым, 2 ряда будет зеленым, и
1 и 2. 2 зубчика, 2 дорожки красным. Всего 1, 2, 3, 4. Провяжем. Я к вам вернусь и будем вязать подошву и боковые стороны. Закончили обвязывать мыс. Далее переходим к подошве. Подошву я начну вязать на средних 11 петлях. Значит, сейчас я провязала боковые, у меня 28 петель, провязала лицевыми. Далее провязала 11 петель лицевыми, средние, на подошву. Теперь разворачиваюсь. Подошву будем расширять. Сейчас у нас второй ряд по подошве, изнаночная сторона. Первую снимаю. Все остальные петли также провязываю лицевыми. И последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. 2 вместе провяжу лицевой петлей по изнаночной стороне. Так, довязываем до последней. Последняя петля. Две вместе, последняя петля, петля с боковой спицы, 2 вместе соединила, провязала, развернулась на лицевую сторону. Первую снимаем, делаем один накид, точно так же, как я вязала мысок. Делаю один накид, далее все вяжу лицевыми и также сделаю накид в конце ряда, не довязывая одной петли. Провязываем. Осталась одна петля на спице, добавляю еще одну и последнюю, соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываем изнаночной по лицевой стороне. Все, теперь у меня на спице 13 петель, изнаночная сторона вяжем без изменений, все лицевыми петлями и боковые петли соединяю, а прибавки делаю, расширяю по лицевой стороне. Первую снимаем, опять провязываем все лицевыми до последней петли. И последнюю петлю соединяем, 2 вместе провязали лицевой, перешли на лицевую сторону, все то же самое вяжем, добавляем по одной петле, расширяем мысок. Я расширю, у меня будет 21 петля, значит 37 размер, оставьте на 2 петли меньше. Так, сейчас я вяжу платочной вязкой, закончу делать прибавки, потом начну вязать узором. Так, сейчас вяжем, расширяем мысок, добавляем по одной петле в начале и в конце ряда. Закончила расширять я подошву, 21 петля у меня. Теперь далее я продолжаю вязать узором и буду также продолжать соединять боковые петли. Значит, узор у меня все провязывается, и лицевые ряды, и изнаночные ряды лицевыми петлями, платочная вязка. Но по лицевой стороне мы будем поднимать одну петлю. Узор состоит из 2 рядов всего лишь. Значит, так, кромочную сняла, одну петлю провязываю лицевой, следующую также провязываем лицевой, и вот сразу изнаночную вот эту вот дужку поднимаю. Провязала лицевой, и вот ее подняла. Получился такой, как вроде бы накид. Можно любой спицей, какой вам удобно. Можно вот этой вот спицей поднимать. Вот мы ее подняли и перебросили. Далее опять повтор. Одна лицевая, следующая лицевая, и поднимаем одну петлю. Присоединили. Повторяем. Одна лицевая, вторая лицевая и вторая лицевая. Вот подняли петлю, добавили. И так до конца ряда. Одну лицевую провязали, а вторую лицевую мы поднимаем вот нижнюю петельку. Вот подняли ее и набросили на спицу. Получилась вот такая двойная петля. Одна лицевая, вторая лицевая, и поднимаем вот нижнюю дужку. Подняли. Вяжем до конца ряда. Одна лицевая, вторая лицевая. Поднимаем. Вот она. Добавили. Опять одну лицевую провязали, вторую лицевую провязали, дужку подняли, добавили.
Довязываем ряд до конца. Одна лицевая, вторая лицевая и одну подняли, прибавили. Опять одна лицевая, вторая лицевая и одну добавили. И в конце ряда также у меня остается одна лицевая петля. Я ее провязала лицевой. Кромочную мы соединяем с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязали изнаночной. Так, все. Второй ряд по изнаночной стороне. Все петли провязываем лицевыми. Первую снимаем. Далее что у нас идет? Вот одиночную петлю провязываем лицевой. Далее у нас идет двойная петля. Также ее провязываем лицевой. Двойная петля. Провязали лицевой. Двойная петля. Эти 2 дужки провязываем, так сказать. Вот. Все, вяжем все лицевыми до конца ряда. Двойную провязали. Та, которая одиночная, провязали. Провязываем до конца. И в конце кромочную соединяем по изнанке лицевой петлей. Довязываем ряд до конца. Так, закончила изнаночную сторону. Перехожу на лицевую сторону. Узор вяжется точно так же, как в первом ряду, только в шахматном порядке. Теперь первую снимаю. Если в первом ряду я провязывала одну петлю и со второй начинала делать прибавку, поднимала петлю, то теперь в шахматном порядке первую петлю провязала и сразу прибавляю. Поднимаю, то есть петлю, вот подняла. Следующая лицевую провязали, вторую лицевую провязали и прибавляем петельку, подняли дужку. Опять одна лицевая провязали, вторую провязали и дужку нижнюю подняли. Все, у нас получилось 2 петли. Одну лицевую провязали, вторую провязали и поднимаем нижнюю петлю. Изнаночная петля, вот она изнаночная петля, мы ее поднимаем. А на обратном пути по изнаночной стороне мы эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Повтор: одна лицевая, вторая лицевая и поднимаем. Одну лицевую провязали, вторую лицевую провязали, следующую подняли. Опять одну лицевую провязали, вторую лицевую провязали, нижнюю дужку поднимаю, добавили. Вяжем так до конца ряда. Одну провязала, вторую провязала, петлю подняла, набросила. Одну лицевую провязала, вторую провязала, петлю подняла, набросила. Одну провязала, вторую провязала, это конец ряда у нас. И вот в конце подняла петлю, набросила. И кромочную мы соединяем с петлей с боковой спицы, 2 вместе. Соединили все. Перешли на изнаночную сторону. Продолжаем вязать лицевыми петлями. Первую снимаем. Далее у нас идет двойная петля. Вяжем лицевыми все. Провязываем. Довязываем ряд до конца. Соединяем боковые петли. И узор повторяется с первого ряда, с самого начала. Его всего-то 2 ряда, лицевой и изнаночный. Просто меняем в шахматном порядке все. Значит, закончим сейчас вязать подошву до конца. Довяжем, соединим все боковые петли. Я к вам вернусь, будем вязать дальше. Закончила вязать подошву. Соединили все петли. Здесь у меня осталась одна. Пришла я в начало ряда. Теперь далее с каждой стороны я наберу петли. Всего у меня будет 47 петель. 21 посередине. И по боковым сторонам я наберу по 13 петель. Этот узор у меня придает, вот он объемный немножко. Поэтому у меня всего лишь 47 петель. Обычно я 50 где-то так набираю. 50-52 даже. Если большой размер. В этот раз у меня 47 петель. Значит, сейчас
отсчитала 13 петель. Набор начну вот с середины. Отметила сразу. Протяну сюда ниточку. И набираю 13 петель. Нить немножко свободно оставим. Мы сейчас будем набирать и сразу эту нить подвязывать, подхватывать. Крючок ввожу под две дужки, захватываю нить и набираю. И одновременно подхватываю вот эту вот нить. Один раз снизу нить протягиваю, один раз сверху. Подвязываем вот эту вот нитку. Снизу протянула, теперь сверху протянула. Так, 4. 5. 6. Набираем петли. Набрали петли по боковой стороне. Теперь подошву мы провязываем по узору. Далее наберем на второй стороне. Значит, что у нас сейчас идет кромочная. Как узор закончился, так мы начинаем его вязать. Так, здесь у нас будет одна лицевая. Здесь, значит, первую кромочную нужно провязать с прибавкой. Так, здесь протянули. Первую провязала лицевой. Сразу здесь петлю подняла. Дужку подняла сразу. Далее продолжаю вязать в шахматном порядке по узору. Одна лицевая, вторая лицевая, одну петлю поднимаем и опять продолжаю. Одну лицевую провязали, вторую лицевую провязываю и поднимаю петельку. Одна лицевая, вторая лицевая и одну петлю подняла. Провязываем все петли подошвы до конца. Так, довязали до конца подошву. Теперь набираем точно так же 13 петель на этой стороне. Отсчитали. Опять все то же самое проделываем. Крючок я ввожу по две дужки, захватываю нить, набрала петлю. Захватили, набрали. Захватили, набрали. Так, набрала петли. Все, теперь вяжем далее по узору набранные петли. Первый ряд по изнаночной стороне. Вот эту вот спицу и вот эту. Сейчас первый ряд я провяжу все лицевыми. Среднюю часть подошву провяжем по узору. Перейдем на лицевую сторону и буду продолжать вязать узор. Так, 13 петель набрала. Первую снимаем. Оставшиеся 12 провязываю лицевыми. Так, провязываем. Перешли на среднюю часть. Вяжем по узору. Она у нас также провязывается лицевыми. Двойную петлю провязали лицевой, одинарную провязали лицевой. Провязываем подошву среднюю часть и оставшиеся петли до конца. Также мы провяжем все лицевыми. Все, петли набрали. Далее до самой пятки будем вязать все по узору. Все, петли набраны. Продолжаем вязать по узору. Можно здесь просмотреть, просчитать, как у вас должен начаться узор. Если вы вяжете таким же узором, как я просчитала, у меня начинается узор сейчас опять с первого ряда. То есть кромочную снимаем, одна лицевая, одну я провязываю опять лицевой и петельку поднимаю. Подняла.
1 лицевая, 2 лицевая, 1 петлю нижнюю подняли. Продолжаем вязать по узору. 1 лицевая, опять лицевая. И на 2 лицевой мы поднимаем нижнюю петлю изнаночную. Лицевая, лицевая, петлю поднимаем. Закончили вязать боковую часть, перешли на подошву. Здесь мы вяжем, опять продолжаем вязать по узору. Все лицевыми петлями и поднимаем 1 петлю. 1 лицевая, 2 лицевая. На 2 лицевой петле мы поднимаем петлю. 1 лицевая, 2 лицевая, петлю подняли. Все, провязываем подошву и вторую половинку также провязываем по узору. 1 лицевая, 2 лицевая, петлю подняли. Так, все, узор я вам этот показала, как это вяжется. Можете вязать просто платочной вязкой, но я бы хотела бы порекомендовать этот узор. Может быть, кому-то покажется замороченным, но он очень просто вяжется и довольно-таки плотный получается. Значит, подняла петлю, продолжаю. Все, вяжем этим узором. Сколько я провяжу, вот смотрите, до пятки. У меня будет, вот по узорам я вот так посчитала, у меня 21 раз я провязала. Это длина у меня на 39, 38 с половиной, 39 у меня длина. Значит, на 37 20 раз провязать вот так вот. Ну, опять же, я довяжу до конца, замерю все в сантиметрах, а вы уже будете ориентироваться на сантиметр меньше провязать, если меньше размер у вас будет. Значит, сейчас вяжем длину до пятой и встречаемся. Провязала я длину до пятки. В сантиметрах это у меня 10 на мой размер. Сейчас перехожу, буду вязать пятку. Пятку буду вязать на средних 11 петлях. 18 петель возьму на боковые спицы и 11 я оставлю на пятку. Так, здесь я провязывать не буду, здесь я просто петли переброшу. 18 петель беру на спицу. 1, 2, 3, 4. Нитку перебрасываю. 5, 6, 7, 8. Вот так вот перебросим. Разделили вязание. Теперь средние 11 петель я продолжаю вязать по узору. Значит, так, первая это у нас будет кромочная. Далее у меня идет одиночная петля. Смотрю, как я вязала узор. И продолжаю вязать. Провязываем 11 петель. Так, первую провязываю лицевой. Далее у меня первый ряд узора продолжается сейчас. Лицевой провязала, 1 петлю подняла. Опять лицевая, 2 лицевая и петлю поднимаю. Так провязываю 11 петель. 1 лицевая, 2 лицевая, петлю поднимаю. Вяжу тем же узором, что и вязала весь следок. 1 лицевая, 2 лицевая, петлю подняла. 1 лицевая, 2 лицевая, петлю подняла и 1 петля осталась, это кромочная. Соединяю 2 вместе, провязываю изнаночной петлей. Все, перешла на изнаночную сторону, провязываю по изнаночной стороне, мы вяжем все петли лицевыми. Двойную провязали, одинарную провязали, двойную провязали, провязываю весь ряд до конца. И последнюю петлю по изнанке я соединяю лицевой петлей, так же как я вязала вот в начале подошву. Значит, сейчас я буду вязать пятку, соединять боковые петли, не довязывая 6 петель до конца. Вот здесь я немножко убавлю петли до 5, до 7 петель убавлю. Там я к вам вернусь. Значит, сейчас вяжем пятку, соединяем боковые петли. Продолжаю закрывать петли на пятке. Значит, у меня сейчас осталось 6 петель на боковой спице.
Далее я по краям убавлю по одной петле. Оставим 5 петель, вот так вот. Первую снимаем. Далее следующих 2 вместе я провязываю. Для чего убавляю? Для лучшей посадки на ножки и верх, чтобы не был сильно широким. 2 вместе провязала, все, убавила. Далее провязываю по узору, что у меня здесь шло. Здесь была одна вот одиночная петля, значит по лицевой стороне она у нас будет двойная. Провязали лицевой, подняла одну. Далее продолжаем вязать по узору. 1, 2 лицевых, одну петлю поднимаем. 1, 2 провязали, одну подняли. И в конце осталось 3 петли. 2 петли провязываю вместе и кромочную соединяю. Так, убавила. Сейчас у меня 9 петель. Далее я изнаночный, лицевой, изнаночный 3 ряда провяжу по узору и сделаю убавку, чтобы они плавно были, эти убавки. Значит, довязываем пятку до конца, убавляем петли, довяжем, убавим и закроем в конце. А потом будем делать обвязку. Так, по изнаночной провязали, далее еще 2 ряда провяжу и опять сделаю убавку. Вяжем. Убавила я петли, осталось у меня всего лишь 5 петель. Вяжу последний ряд. Вот здесь у меня осталась 1 петля, и здесь 2 петли. Значит, последний ряд по изнанке у меня и последние петли кромочная с боковой спицы я закрываю изнаночной петлей здесь. Развернулись, и теперь по 2 петли вместе закрываем петли. Все, на этом закончили. 2 петли вместе провязали. Провязали. 2 вместе провязали. Здесь осталось у нас 2 и 1 на спице. 3 вместе провязываем. Я провяжу сейчас их зеленым цветом. Сейчас сразу перейдем к обвязке. Буду набирать зеленым цветом петли. Так, подвязала сразу зеленый цвет. Ах, петля убежала. Ну. Все. Следок закончили. Вот такая вот пятка у нас получилась. Сидят на ножке хорошо, не сползают. Сейчас еще сделаем обвязку, и будет отлично у нас. Значит, на спице номер 2,5, на 4 спицы по всему верху я наберу петли зеленым цветом. 1 ряд провяжу изнаночными. Далее, сколько здесь у меня? 5 рядов я провязала красным цветом лицевыми по кругу. Здесь можно все одним цветом вязать, можно цвета менять. Внутреннюю часть 6-го ряда я вяжу спицами на пол номера меньше, номер 2. Номер 2, да. 6-го ряда белый цвет перешла. И в конце последние 2 ряда я провязала зеленым и присоединила. Вот так вот комбинировала. Значит, всего у меня будет 14 рядов лицевой вот этой вязки и плюс 1 ряд изнаночный. Набираем петли. 60 петель у меня вышло. Если размер меньше у вас будет, меньше петель должно быть. Так, первая на спице, ввела крючок по 2 дужки здесь, захватила нить, набрала. Все, как всегда у меня. Опять крючок набрали. И так по всему верху, по одной. Везде вот здесь тоже по 2 дужки вводим крючок, набираем. Здесь тоже все одинаково. Набираем петли зеленым цветом. Ну, можете любым другим, конечно. У меня зеленый. Первый ряд провяжу все изнаночными, а потом красным лицевыми. Набрали зеленым цветом. И первый ряд, как я уже говорила, провязываем все изнаночными. Свет не включила. Полностью по кругу теперь вяжем ряд изнаночными. Оставшиеся ряды будем провязывать лицевыми.
Провязали зеленым. Поднимаем красный цвет. Нити перебросили здесь, перекрутили. Продолжаю вязать теперь красным. Лицевые петли. Провяжем 14 рядов. Я к вам вернусь и примонтируем эту обвязку. Все. Далее вяжем все лицевыми. Провязала я высоту в сантиметрах 3,5, нет, больше. Да, 3,5 до 4 не доходит. Теперь выворачиваю это все на изнаночную сторону. Вот эту вот нашу обвязку выворачиваем, перегибаем, разравниваем все аккуратненько, чтобы нигде ничего не перетянуло, не перекосило. И с помощью крючка подвязываем вот эти вот петли со спицы к слитку. Первая у нас петля была на спице, следующую со спицы сняли. Теперь подхватываем. Вот она, зеленая петелька. Самый первый у нас наборочный ряд был. И 2 вместе провязываю. Раз провязала и еще раз протянула. Сильно туго не затягивайте, а то потом ногу не просунете. Опять подхватили и подвязали. Еще раз сняла со спицы одну петлю, подхватила. И еще раз. И так по одной присоединим все петли, попрячем хвостики, и на этом сегодня будет все. Все, вот такая вот обвязка у нас должна получиться. Я на этом с вами буду сегодня прощаться. Всем спасибо за лайки, просмотры, комментарии. Всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.